представляющий бойцовский клуб «Ахмат» и ныне бьющийся за красный Россия, фото во всей своей красе Александр Емельяненко! Всем привет, меня зовут Александр Лютиков, и это репортаж из ГЦКЗ «Россия», где Александр Емельяненко проводил свой 6-й бой за 11 месяцев и свой первый настолько неудачный бой за этот период. 2,5 часа до выхода на бой. Вот разминается Беслан Ушуков, вот Александру Емельяненко тейпируют руки. Тони Джонсон в это время дремал на лавке в раздевалке. Вообще, полежать с закрытыми глазами лучшее, что только можно сделать в тот момент, когда руки у тебя уже затейпированы, а разминаться еще рано. И Александр Емельяненко вскоре сделал так же, просто лег на пол в раздевалке. Когда пришло время разминаться, Александр 10 минут бегал по коридору, потом тянулся, держась за батарею, и шумно пробивал серии по воздуху. До боя Александр посмеивался над Джонсоном. Впервые говорил: «Вижу толстого Халка». Ну да, Джонсон не так резво заберется по канату до потолка, как это делает Александр. Да, он не может предъявить кубики пресса. Да, у него 4 поражения в 15 боях. Но вот вам афиша со главного боя турнира UFC 229. Дерек Льюис против Александра Волкова. Так вот, Тони Джонсон побеждал и того, и другого, а проигрывал, как правило, топовым бойцам Кормье, Конго, Минакову. В общем, это пример максимально неудобного оппонента для Емельяненко. Он не теряется от ударов и не просто переводит в партер, как это делали с АЕ, Гонзага и Пешта, а еще и очень умело танцует там локтями, особо не давая рефери повода для подъема в стойку. Вот тебе и толстый Халк. Локти контролирую, да, с локтем пойдет. Один судья отдал победу Джонсону, двое поставили счет 29-29, большинством голосов получилась ничья. Глядя на лицо Александра, в это было сложно поверить. На Sports.ru, например, поставили заголовок: «Александру Емельяненко подарили ничью». Первый раунд забрал Александр, второй Джонсон. В третьем Емельяненко несколько раз на выдохе выплевывал изо рта капу, и в первые 3 минуты она ему действительно только мешала. Джонсон был пассивен, нанес всего 4 удара, а Александр пробил 45 ударов руками в голову. После этого Емельяненко позволил Джонсону войти в клинч и завалил его на себя. Просто посмотрите на реакцию людей, которые болели за Александра. Отойди на дистанции, только на дистанции, только дистанция. Молодец, молодец. Только вот так, расстреливай, только на дистанции, Санек, дистанция. Только на дистанции, родной, не подпускай близко. Саня, расстреливай его, на расстоянии, не подпускай близко. Давай, левая, вот так. Левая, вот так, левая, молодец. Двигайся, Саня. Вот так. 2 минуты, Саня, руки надо контролировать, руки держи. За 2 минуты в партере Джонсон нанес 19 ударов, из них 15 локтями. Итого у Емельяненко за раунд 45 ударов, у Джонсона 24 удара и 1 перевод в партер. Это правда мог быть ничейный раунд. Джонсон, конечно, не согласился, его можно понять. Он нанес Александру значительно больший видимый ущерб. За весь бой в лицо Емельяненко 46 раз прилетал локоть 128-килограммового человека. После боя Тони был зол, хотел забрать гонорар и ехать на такси в отель. На следующий день он выставит в инстаграме лицо Емельяненко с подписью: «Он в больнице, а я в аэропорту». Describe your feelings right now. Upset? Yeah, for sure. I'm upset. You know, if this was in America or this was in another country, I would have won the fight. You know, I had more damage, more takedowns. You know, I had cage control. I should have won the fight, but I'm in Russia. So, you know, what are you going to do with the crowd? The Russian judges always going to go for the Russians. So, you know, it's to be expected. So you think that the draw is unfair? For sure. I mean, he had maybe 1 or 2 takedowns. I had, 5 or 6? You know, he threw more punches, but, you know, it's not just about the punches, it's about everything. You know, I had punches too, I had cage control, I had takedowns. You know, you look at my face, look at his eyes closed, he's bloody, more bloody than me, I did more damage. You know, you can see it, you have eyes, so, you know, but the judges are always going to go for the home guy. So you do want to rematch? Yeah, for sure, you know, I would like to rematch. You know, I think next time I have to knock him out, for sure. How more strong Vitaly Minakov or Alexander? Minakov is way stronger, bro. Yeah, more strong puncher. Yeah, for sure. Yeah, he's a big guy, heavy-handed. Alexander Emelianenko, you believe he's not heavy-handed? No, he's strong. He's strong. I just think Minakov is a better fighter. Yeah. And please compare that fight and your fight with Alexander Volkov. It's the same, no?
I say Adesanya is a little more difficult because he throws like more knees and he's more of a kickboxer. Александр Волков. Yes. Yes. Yeah, he's more of a kickboxer. So and he's tall and he's a little bit tougher. Вы бы, конечно, хотели посмотреть интервью с Александром Емельяненко и послушать, например, что он ответит по поводу своей борьбы. Ведь после боев с Гонзагой и Пештой он говорил, что переводы в партер его совсем не беспокоят. Переводя меня в партер, они понимают, что они сделать абсолютно ничего не могут. Из-за вот этой вот суеты и своих каких-то вроде бы, как им кажется, доминирующих позиций. Я уже не раз заявлял, что оппонента, который находится в партере снизу, не так легко побить. Вот. Но после встречи с Джонсоном, который в партере не суетился и не терялся, Александр решил обойтись без заявлений для прессы. Можно согласиться еще. Давайте мы сейчас согласиться. Хочешь выслушать? Ну, что ж делать? Давай, убираем камеру. Уходим. Саш, не скажете прям? Ничего не скажете. Завтра у себя отвечу. В Инстаграме, смотри. Александр Емельяненко, отказавшийся общаться с прессой, отправился общаться с врачами. Кровь из рассечения Емельяненко хлестала так, что бинты на руках Джонсона пропитались ей насквозь. С арены Александр уехал с мигалкой на скорой помощи, оставив после себя вопрос, а с кем ему теперь драться? Представляется, что неплохим соперником для него мог бы стать Фабио Мальдонадо, по крайней мере он точно не полезет бороться. С другой стороны, это не назвать совсем уж безопасным вариантом. Емельяненко довольно много пропускал в стойке даже от обычно безударного Пешты, а как бьет Мальдонадо, вся Россия помнит по бою другого Емельяненко, соседа Александра по рейтингу Fight Matrix. На этом все. Репортаж для вас подготовил Александр Лютиков. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики. Ходят слухи, что это очень важно. Следующее видео совсем скоро. Тема вам понравится. Также переходите по ссылке в описании. Там разыгрывается 6 билетов на UFC в Москве и мастер-класс с Джеффом Монсоном. Ты представляешь легенду.